Ну что, мои дорогие друзья, не успела для вас снять свое первое видео о проекте INPA. Кстати, кто его еще не посмотрел, обязательно посмотрите. Ссылочку на видео я оставлю в описании. Потому что прямо сейчас я хочу поговорить с вами о других, не менее важных вещах, касающихся INPA. Так что устраивайтесь поудобнее, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал CryptoLady и смотрите этот выпуск до конца. Ведь сейчас вы узнаете о том, чего же на самом деле успел добиться INPA за последние 2,5 месяца. И поскольку я слежу за INPA с момента ее запуска, то исходя из всего этого я успела заметить за проектом действительно удивительные и важные для меня вещи, а именно прозрачность. Так, например, обратившись к ресурсу Nomica, который является абсолютно нейтральным, то есть неоплачиваемым источником рейтинга, ознакомившись с которым, можно легко убедиться в том, что INPA 100% прозрачен и имеет оценку А. А это значит, что в ближайшем будущем INPA может быть добавлен на более крупные обмены, например, такие как Gate.io, WazirX или даже Binance. Ведь, насколько вы знаете, для многих крупных бирж первого уровня оценка прозрачности А является одним из основных требований для осуществления самого листинга. Это во-первых. А во-вторых, команда INPA действительно заботится о своих владельцах токенов, поэтому вознаграждает их каждый месяц. Если в первом месяце они провели airdrop 10% для всех своих держателей, а учитывая тот факт, что для дорогостоящего токена 10% это не маленькое значение, то я считаю такой акт очень даже щедрым. Более того, во втором месяце они подарили по $100 50 своим держателям, а в третьем они приготовили уже 10 монет INPA для 75 своих держателей. Знаю, быть может, кого-то этим особо не удивишь. Однако, как показывает практика, многие проекты через 3 месяца не то чтобы поддерживать своих держателей, они и вовсе попадают в мертвую зону. INPA же наоборот, только набирает свои обороты и готовится покорять мир криптовалют прямо сейчас. А именно, готовится к первому листингу на британской бирже IndoX. Состоится же листинг 15 октября текущего 2021 года. Поэтому данный момент является очень значимым как для всего активного сообщества INPA, так и для самих разработчиков. Потому что листинг на такой популярной криптобирже, у которой объем торгов давно перевалил за $1 миллиард, играет очень большую роль для всего проекта. А чтобы придать этому событию еще больше силы, команда INPA намерена запустить свою новую мега-маркетинговую кампанию, чтобы держатели их токена смогли получать для себя еще больше выгоды. Ознакомиться же с программой 25 октября вы сможете более подробно уже совсем скоро, собственно, как и с программой, рассчитанной на 1 ноября, где по 10 монет INPA получат сразу 75 пользователей, чьи адреса будут выбраны рандомным образом. Одним словом, дорогие друзья, следите за всеми текущими и будущими событиями от INPA. Сделать же это вы сможете, присоединившись к их официальным социальным сетям Twitter или же Telegram, ссылки на которые вы найдете в описании под этим видео. Да и вообще следить за таким проектом однозначно стоит, так как со временем INPA укрепит свои позиции на рынке криптовалют с помощью многочисленных листингов не только на биржах, но и на информационных порталах, которые должны будут состояться уже совсем скоро. И как вы уже возможно догадались, говорю я, конечно же, сейчас о листингах на CoinGecko и CoinMarketCap. Так что, дорогие друзья, если вас искренне заинтересовал проект INPA, то сейчас самое время уделить ему чуть больше своего внимания. Тем более провести свое собственное исследование проекта вы можете уже прямо сейчас, перейдя по ссылкам, указанным в описании. А на этом, пожалуй, мой небольшой выпуск подошел к концу. Надеюсь, вы досмотрели его до конца. Если да, то дайте об этом знать, выражая свои мысли относительно INPA в комментариях. Ну а я по традиции благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видеовыпуска. Всем удачи и до скорого!